Турция находится в центре всего этого, так же, как Азербайджан и Армения. Они спорят из-за 32 километров дороги. Но это не шутка. Это длится уже больше 10 лет. 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: «Хорошо, мы возьмем это на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ее поделить». Соединенные Штаты выразили готовность взять на себя управление запланированным транспортным маршрутом между Арменией и Азербайджаном с целью содействия дипломатическому урегулированию конфликта между двумя странами. Об этом заявил посол США в Турции Том Барак во время брифинга в пятницу. По его словам, американская частная компания может выступить в роли нейтрального оператора на данном участке, чтобы разблокировать мирный процесс, зашедший в тупик. Несмотря на достижение предварительного согласия по мирному соглашению в марте, Баку выдвигает дополнительные условия, среди которых требование к Еревану изменить Конституцию, исключив из нее формулировки, касающиеся территориальной принадлежности Карабаха. Одним из главных спорных пунктов остается транспортный маршрут, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию. Баку называет его Зангезурским коридором. Однако Армения категорически отвергает это название, подчеркивая, что оно несет угрозу ее суверенитету. В Ереване утверждают, что термин имеет ирредентистский подтекст, поскольку касается Сюникской области, полностью находящейся в составе Армении. Азербайджан, в свою очередь, настаивает на том, чтобы контроль над маршрутом не оставался полностью в руках Армении, заявляя о необходимости надежных международных гарантий. При этом армянская сторона выступает против передачи контроля над маршрутом какой-либо третьей стороне. На этом фоне Том Барак отметил, что США готовы вмешаться, чтобы разблокировать ситуацию. Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не пустяк. Это тянется уже десятилетия. 32 километра дороги, сказал он на брифинге в Нью-Йорке. И вот что происходит. Америка вмешивается и говорит: «Хорошо, мы заберем это на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ею пользоваться». Это заявление стало первым официальным подтверждением того, что администрация Трампа рассматривает возможность управления коридором через частную американскую фирму, которая будет выступать в роли посредника, обеспечивая безопасность и нейтралитет. Согласно недавнему докладу фонда Карнеги, идея предполагает использование логистической компании США, которая бы отслеживала грузопотоки и делилась данными с обеими сторонами. Этот механизм основан на международном опыте наблюдения в сепаратистских регионах, например, в Грузии, и учитывает интересы Баку в вопросах безопасности при сохранении суверенитета Армении. При этом издание Middle East Eye со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что первоначально идея о передаче управления маршрутом частной фирме исходила от Турции. Предполагалось, что компания будет одобрена как Арменией, так и Азербайджаном. Однако, по словам источника, армянская сторона потребовала, чтобы оператор осуществлял контроль и на нахиджеванской стороне, что было неприемлемо для Баку. Этот спор возник на фоне более широкого конфликта, который берет начало с начала 90-х годов и войны за Нагорный Карабах. После боевых действий 2020 года и последующей операции Азербайджана в 2023 году регион фактически прекратил свое существование 1 января 2024 года, а большинство армянского населения покинуло территорию. Нормализация армяно-турецких отношений напрямую зависит от урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Турция активно продвигает концепцию среднего коридора, связывающего страну с Центральной Азией, и заинтересована в транспортных маршрутах через Армению. Несмотря на это, официальный Баку сохраняет жесткую позицию. Однако в прошлом месяце президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган все же принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что стало первым визитом армянского лидера в Турцию, открыв тем самым возможности для новых переговоров. На этом фоне президент США Дональд Трамп сделал обнадеживающее заявление, выразив уверенность в скором урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Во время общения с журналистами в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Трамп отметил:
«Конфликт между Арменией и Азербайджаном будет успешно урегулирован», — заявил он. Он также подчеркнул позитивную динамику в процессе. И мы увидели еще один пример, в котором, похоже, есть только Армения и Азербайджан. Похоже, что все это подходит к завершению, успешному завершению, добавил Трамп. На этом фоне официальный Ереван выступил с опровержением, заявив, что обсуждение передачи Зангезурского коридора в аренду США не велось. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назали Багдасарян, комментируя заявление посла США в Турции, подчеркнула, что подобная формулировка неприемлема для Республики Армения. Армения обсуждает вопрос разблокирования региональных инфраструктур исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения. Мы не обсуждали и не обсуждаем передачу контроля над нашей территорией какой-либо третьей стороне, заявила она в комментарии агентству Арменпресс. По ее словам, институт аренды земель в законодательстве Армении применим исключительно к сельскохозяйственным участкам и не может быть использован в контексте международных инфраструктурных проектов. Что касается аренды земель, то, согласно законодательству Республики Армения, такой институт существует только для земель сельскохозяйственного назначения. Следовательно, озвученный вариант невозможен, отметила пресс-секретарь. На уточняющий вопрос, возможно ли было, что речь шла не о передаче территории, а об управлении маршрутом в формате аутсорсинга, официальный Ереван также дал отрицательный ответ. Армения не передавала и не обсуждает возможность передачи управления какой-либо части своей территории третьим сторонам. Ни один участок территории Республики Армения не может находиться вне ее территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции, подчеркнула Багдасарян. Таким образом, власти Армении четко дистанцировались от предложенной модели, предполагающей международное управление или аренду маршрута, обозначив границы допустимого обсуждения в рамках текущих переговоров. На фоне высказываний посла США Тома Баррака в армянском медиапространстве началась волна опровержений. Официальный Ереван, как уже было указано выше, поспешил заявить, что Армении не предлагали сдавать Зангезурский коридор в аренду США на 100 лет. Однако складывается впечатление, что, несмотря на публичные отрицания, армянские власти как минимум рассматривают участие третьей стороны, в частности, американского логистического оператора, в управлении маршрутом. Проблема в том, что все приходится узнавать из иностранных источников, будь то заявления западных дипломатов или публикации в СМИ. В столь критически важном для Армении вопросе отсутствует прозрачная коммуникация со стороны властей. Это уже не первый информационный вброс, связанный с возможной передачей контроля над коридором. Ранее напомним, замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян в ответ на вопрос о допустимости участия третьей стороны в управлении транспортными путями подтвердил, что такая возможность обсуждается. Более того, он прямо использовал термин «аутсорсинг», говоря о потенциальной передаче соответствующих функций внешнему оператору. Затем МИД Армении и приближенные к властям медиа начали утверждать, что слова замминистра были вырваны из контекста и поняты неправильно. Похожая тактика наблюдается и сейчас. После заявлений Тома Баррака ряд армянских СМИ стали утверждать, что он якобы такого не говорил. Однако существуют дословные переводы его выступления, исключающие возможность искажения. Не менее показательно и то, что об инициативе Соединенных Штатов не знают даже ее предполагаемые партнеры. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что им ничего не известно о планах Вашингтона взять на себя управление маршрутом через Сюник. Это может свидетельствовать о двух вещах. Либо проект остается на стадии идей, либо тормозится по причине отказа со стороны Азербайджана, который, вероятно, хочет получить максимум уступок и дожидается более выгодного геополитического момента. Официальный Ереван, в свою очередь, продолжает утверждать, что не передавал и не собирается передавать контроль над своей территорией третьим сторонам. Стоит напомнить, что еще в марте 2025 года премьер-министр Армении прямо говорил о возможности передачи функций паспортного и таможенного контроля
на принципе взаимности международной специализированной организации. В 2022 году, отвечая на озабоченности Азербайджана, мы предложили на принципе взаимности передать на аутсорсинг международной специализированной организации фронтальные функции паспортного, таможенного и иного контроля грузов и граждан при пересечении границы. Азербайджан не согласился, напомнил Пашинян. Таким образом, несмотря на официальные отрицания, концепция аутсорсинга, или как ее ни назови, аренда, концессия, временное пользование, существует и, по всей видимости, остается для армянского правительства приемлемой. Тем временем из Ирана продолжают поступать жесткие сигналы. Советник верховного лидера Али Акбар Велаяти, известный своей проазербайджанской позицией по Карабаху, вновь выступил с важным заявлением. «Мы не возражаем против переговоров с США, если они ведутся без предварительных условий и с соблюдением красных линий Исламской Республики. Они требуют отказаться от обогащения урана, но это одна из наших красных линий. Если условием станет отказ от обогащения, переговоров не будет». Отметим, что Велаяти ранее поддерживал возвращение Карабаха Азербайджану и всегда подчеркивал, что это должно происходить исключительно политическим путем. В то же время он решительно выступал против любых коридоров через южную часть Армении, которые могли бы использоваться как инструменты внешнего влияния. После заявления Тома Барака в Тегеране открыто заговорили о потенциальной угрозе. Появление США на армянской территории воспринимается как стратегическое вмешательство у северной границы Ирана. Это, по мнению иранских властей и экспертов, способно нарушить баланс сил на Южном Кавказе в пользу Запада и ослабить влияние Тегерана. В иранских СМИ, близких к КСИР, подчеркивается, что район Сюника рассматривается как зона стратегического значения, находящаяся под особым вниманием аятоллы Хаминеи. Присутствие США, НАТО или Израиля в этом регионе расценивается как недопустимое. И, как отмечают эти издания, в случае угрозы Иран может предпринять жесткие ответные меры. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.